Как за 30 секунд взломать игру соперника своими подачами? Что подавать, когда ведешь в счете и когда проигрываешь? И какие подачи гарантированно помогут выиграть концовку партии? Знакомо? Ты ведешь 9-3, а потом проигрываешь 9-11. Или наоборот, 4-8, а соперник вдруг начинает делать глупые ошибки и ты отыгрываешься. В чем разница между этими ситуациями? В том, как ты попадаешь в критические моменты. Большинство любителей подают одинаково на протяжении всей партии. И когда ведут, и когда проигрывают. Это то же самое, как ехать в машине на одной скорости, если ты стоишь в пробке и едешь по трассе. А профи знают, в чем секрет. При счете в твою пользу подачи должны сохранять преимущество. При отставании подачи должны ломать ритм соперника. В концовке подачи должны приносить 90% побед. Представь, ты за 30 секунд первой партии понимаешь, какие подачи выключат твоего соперника. Это как в видеоигре. Нашел слабое место босса и бьешь туда до победного. Это не магия, это система. Вот что происходит, когда ты применяешь правильные подачи. Соперник начинает нервничать уже на 3-4 твоей подаче. Его коронные удары превращаются в слабые толчки. В концовке он играет в твою игру, а не в свою. А главное, ты наконец перестаешь проигрывать партии, которые должен был выиграть. Помнишь, как бесит, когда ведешь, а потом все разваливается? Или когда знаешь, что мог бы отыграться, но не знаешь как? Правильные подачи решают эти проблемы раз и навсегда. Потому что в настольном теннисе, как и в жизни, важно не только, что ты делаешь, но и когда ты это делаешь. С вами Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Поехали! Прежде чем ты продолжишь просмотр, у меня есть для тебя бонус – бесплатный гайд по тактическому приему подач. Ты можешь его скачать в Телеграме по ссылке в описании. Теперь приступим. Первое, с чего начинается наша игра, это с изучения нашего соперника. Первая партия – это как первое свидание. Ты волнуешься и не знаешь, что можно говорить своему партнеру, а что нет. Что он любит – боевики или комедии? Аналогично происходит и в твоей игре. Ты не знаешь, с чего начать и действуешь не впопад. Так делают 90% любителей. Начинается игра, и при 0-0, и при 10-10 подачи все одинаковые и в одну сторону. И игра становится рулеткой. Ты можешь выиграть, а можешь и проиграть. Но чем выше уровень твоего соперника, тем процент побед ниже и, возможно, опускается к нулю. Давай я тебе покажу, как выстраивается игра и подбираются подачи под разных соперников. Первое, перед игрой ты должен посмотреть ракетку своего визави, есть ли у него шипы или нет. Если стоят гладкие, то это ракетка из магазина, которая не тянет, или это хорошая профессиональная ракетка. Зачем это надо? Когда против тебя игрок с длинными шипами, то это будут одни подачи. На него нельзя подавать коротко и сильные вращения. И если у игрока лысая ракетка, то все твои супервращения перестанут работать. И когда у игрока такой же инвентарь, как и у тебя, то здесь работают уже другие законы. В этом видео я буду рассказывать, как строить тактику подачи против гладких накладок. Если тебе будет интересно, как подбирать подачи против других игроков, то пиши в комментариях «Хочу больше». Второе. Начинаем разведку. Запомните, первая партия – это всегда изучение. Если вы ее выиграете, это хорошо. Но еще лучше, даже если вы проиграете, но поймете, как выиграть и как играть. Мы с вами проводим диагностику. Подаем вначале короткую подачу направо с нижним боковым вращением. И смотрим, как принимает наш соперник. На что надо обратить внимание? Как он принимает? Длинно или коротко? Куда он принимает мяч? Высоко или низко к нам возвращается мяч? Комфортно ему или нет на приеме вашей подачи? Второй момент, мы должны понять, а удобно нам играть после его приема или нет. Если он принимает так, что мы не понимаем, что делать и ошибаемся, то эту подачу убираем. В целом, у 8 из 10 игроков прием коротких подач справа хуже, чем слева, потому что этой стороной тяжелее проконтролировать мяч. Вторую подачу мы подаем коротко с нижним боковым вращением налево. Смотрим, какой будет прием. Делает соперник банан или возвращает пассивно. Куда он возвращает и насколько вам удобно играть после этой подачи. Здесь мы пощупали в начале короткую зону у сетки. Следующие две подачи мы грузим длинные нижние. Одну вправо и одну влево.
Смотрим, какой возврат. Если соперник атакует и у него попадает в сетку, отлично, оставляем. Если он ее атакует и мы не можем отразить в эту подачу, мы ее убираем. Этими подачами мы щупаем, какой стороной соперник играет активно и насколько у него хорошо это получается. Это необходимо, чтобы мы подачей могли дергать его вперед-назад и знали, что ожидать в этот момент. Дальше мы подаем длинную влево. Чем ниже уровень, чем чаще возвращают оттуда с резкой. Это сразу же можно использовать в ключевых моментах партии для начала своей атаки. Следующий круг наших подач мы подаем короткие верхние боковые подачи. Мало игроков умеют скидывать справа. Еще меньше делают это сильно. Кто-то вообще не умеет скидывать и пытается отрезать, и взлетает высокий мяч. Мы это должны с вами узнать. Если игрок плохо принимает эти подачи, это будет нашим сильным давлением на него, особенно в критические моменты партии. Вторую подачу подаем налево и смотрим, как с той стороны принимает соперник. Только запомните, вверх-бок будет работать, если подача выполнена качественно и желательно замаскирована. Если вы подаете открыто, то много трудностей сыграть эту подачу на вылет у вашего соперника не составит труда. А вот отточенная и замаскированная подача не даст сопернику быстро определить, какое на него летит вращение. Если вы не владеете такой подачей, то вы можете освоить ее с помощью курса «Тотальная подача». В нем собраны 18 различных подач, раскрывается методика их тренировки, как их маскировать и создавать себе преимущества в игре на счет. Ознакомиться с курсом вы можете по ссылке в описании. Мы уже подали 6 подач. Следующие две — это быстрые вправо и влево. Смотрим, что возвращается. Если игрок бьет в аут, шикарно. Если пассивно толкает под нашу атаку, то тоже это используем. В итоге за первую партию мы определяем направление наших подач и какое вращение стоит использовать. Второй шаг, когда вы собрали свои подачи и нашли слабые стороны соперника, надо понять, что и когда подавать. Если вы будете использовать свои сильные подачи и давить только в одну сторону, то соперник в какой-то момент привыкнет и у вас больше не будет козыря в игре. Начинается вторая партия. У вас должны быть 3 вида подач. Первые — это надежные, вторые — это коронные и третий — это неожиданные. Каждый вид подач используется в определенные промежутки партии. Когда счет 0-0, у вас есть две стратегии. Первый — зайти сразу с козырей и оторваться. Второй — зайти с надежных подач и использовать схему, которая работает в 9 из 10 случаев. Я обычно начинаю игру с надежных подач. Надежные подачи — это которые соперник возвращает удобно для меня, и я могу сделать свой сильный ход. Моя задача, чтобы счет был 1-1 или 2-0. Но если я начинаю игру как принимающий и проигрываю две подачи соперника и счет 0-2, здесь моя позиция меняется. Почему? Потому что если я проиграю сейчас две подачи, счет станет 0-4, и вероятность догнать становится намного ниже. Поэтому я подаю в слабые точки, какие нашел. То есть захожу через коронные подачи. Соперник или не принимает, либо возвращает так, что я сразу успеваю забить мяч. И так идет игра на протяжении всей партии. Когда счет равный или мы выигрываем, мы подаем надежные подачи и разыгрываем свои фирменные комбинации. Когда отстаем, начинаем заходить с козырей, чтобы сравнять счет или вырваться вперед. Поэтому на счете 4-0 я подаю надежные подачи, на счете 0-4 я подаю коронные. Но когда подавать неожиданные? Неожиданные — это, как правило, подачи, которые ломают шаблон остальных подач. То есть, если вы подавали только короткие и пиленные влево, то нежданчик будет быстрая подача в локоть. Или наоборот, вы подавали только короткий низ или длинный низ, а здесь подали коротко вверх или плоско. Это собьет соперника. Нежданчики лучше запускать, когда идет отставание в счете или вы видите, что соперник начинает наглеть на ваших подачах, и вам становится трудно играть. Все, мы сбиваем игрока и по новой начинаем его тащить по нашему игровому шаблону. Только не стоит подавать нежданчики в концовке партии. Это будет лотерея 50 на 50. Третий шаг — концовка партии. Этот момент самый особенный. У тебя сейчас крутятся в голове мысли. Если ты подаешь, то как победить? А если принимаешь, то как не налажать? Обрадую, что эти мысли у вас двоих. И здесь у тебя несколько стратегий в зависимости от счета в партии. Если ты ведешь 10-8, то используй надежные подачи, которые соперник принимает стандартно и ничего не может по ней сделать.
Это поможет тебе выйти и сделать хороший надежный ход, потому что у тебя будет уверенность в попадании, так как ты сейчас ведешь. Если становится 10-9, то самый момент запустить подачу, с которой игрок не справляется. Только здесь не пытайся сверхсильно закрутить, потому что ты ошибешься и считай на 10-10, твои шансы на победу уже 50/50. В этот момент важно помнить, что игрок напротив будет принимать неуверенно и аккуратничать. Но если ты будешь после своих подач заходить и играть со всей силы ва-банк, большой шанс, конечно же, облажаться. И разберем вторую ситуацию. Это со счетом 8-10. Здесь психология приема будет другая. Ваш соперник имеет право на ошибки, поэтому имеет право на риск. От вас же он будет ждать более пассивных ходов, потому что вас зажмет в концовке партии. И здесь надо первое — это совладать со своими эмоциями. Второе — делать разумно ходы без безумства. Оптимально заходить с коронок. Если есть подачи, которые соперник не отбивает или возвращает на завершение атаки, грузите их. Только меняйте длину или направление, чтобы по второй не произошло неудобного приема. Второй вариант — жмите подачи в слабую сторону и ищите свою атаку. Перед этим хорошо бы ее, конечно, было натренировать. Соперник со слабой стороны будет в большинстве случаев отдавать пассивно, и ваша задача — это реализовать. Самое главное, не подавайте шальные подачи. Это игра в рулетку. Ее можно загрузить, когда вы видите, что игрок стоит далеко и готовится к удару с захода. Тогда можно его поймать. Или он уже подошел к столу и готовится к вашей короткой подаче. То тогда да, риск оправдан и надо его на этом ловить. Помните, что соперник тоже боится и нервничает, поэтому вам важно сохранить хладнокровие и подать качественную и хорошую подачу. И затем сделать надежный ход на стол. Тогда процент побед в концовках партии будет выше. Но чтобы подачи работали и попадали в нужные вам точки, надо правильно их тренировать. О методике тренировки подач вы можете узнать в курсе «Тотальная подача». Ссылка на него в описании. Подведем итог. Подача — это не просто элемент, это ваш инструмент, который помогает заставить соперника играть в ваш теннис. Играть по вашим правилам и возвращать как вам надо. Но вы должны хорошо владеть подачей и понимать, как и когда стоит их использовать. Это вам поможет контролировать счет в партии и в нужный момент делать все для победы. Напоминаю, что вы можете скачать бесплатный гайд по тактическому приему подач по ссылке в описании. Подписывайся на мой телеграм-канал. Там я выкладываю полезные посты о психологии, разбираю игры своих учеников и провожу тактические анализы игр. Тебе это все пригодится, чтобы стать сильнее. Подписывайся на группу ВКонтакте, там я дублирую видео, и на мой YouTube канал. С вами был Иван Толмачев, до встречи на следующих уроках.